Привет! Давай готовить пельмени. Смотри, вот стол. Стол деревянный. Стол светлый. На столе все для пельменей. Вот синяя миска. Миска большая и круглая. В миске белая мука. Мука белая-белая. А вот стакан. Стакан прозрачный. В стакане вода. Вода чистая и прозрачная. Вот яйцо. Яйцо белое и овальное. Оно лежит рядом со стаканом. А вот маленькая белая миска. В ней фарш. Фарш розовый и мягкий. Фарш – это мясо. И последнее – лук. Лук круглый и желтый. Лук лежит справа. Вот и все ингредиенты. Мука, вода, яйцо, фарш и лук. Начинаем делать тесто. Тесто – это основа пельменей. Смотри, вот синяя миска. Большая синяя миска на столе. В миске белая мука. Я держу яйцо в руке. Яйцо белое и гладкое. Вот моя рука, она над миской. Я разбиваю яйцо о край миски. Слышишь? Крак! Яйцо разбилось. Смотри, желтый желток падает вниз. Желток круглый и ярко-желтый. Он падает прямо в белую муку. И белок тоже падает. Белок прозрачный. Желток желтый, а белок прозрачный. Яйцо теперь в муке. Скорлупа у меня в руке. Скорлупа белая и хрупкая. Хорошо, яйцо в синей миске. Теперь добавляем воду. Вот синяя миска. В ней белая мука и яйцо. Желтый желток лежит в муке. А вот стакан в моей правой руке. Стакан прозрачный. В нем была вода. Я наклоняю стакан. Вот так, наклоняю вперед. Смотри, вода льется. Вода льется из стакана. Она льется прямо в миску. В синюю миску, где мука и яйцо. Видишь? Тонкая струйка воды. Струйка прозрачная и чистая. Она падает на желтый желток. Стакан держу в правой руке. Стакан наклонен. Вода выходит из стакана. Моя левая рука лежит на столе. Стол деревянный и светлый. Мука, яйцо и вода теперь вместе. Скоро будет тесто. Теперь самое интересное. Месим тесто. Смотри, тесто уже на столе. Стол деревянный, светлый. Тесто лежит прямо на столе. Тесто большое и круглое. Оно светло-желтого цвета. Почти белое, немного кремовое. Смотри на мои руки. Обе руки работают. Правая рука давит вперед. Левая рука складывает тесто назад. Я давлю на тесто ладонью. Вот так, сильно давлю. Тесто мягкое и упругое. Потом складываю. Вот так. И снова давлю. И снова складываю. На тесте видны следы от ладони. Оно немного блестит. Тесто гладкое и живое. Мну, мну, мну. Это важно. Долго мять тесто. Тесто должно быть мягким. Тесто готово. Смотри, вот тесто на столе. Тесто круглое, как шар. Красивый, гладкий шар. Тесто светлое, кремового цвета. Оно мягкое и эластичное. Но тесту нужно отдохнуть. Да-да, тесто устало. Оно тоже хочет отдыхать. Я накрываю тесто полотенцем. Вот полотенце, белое с голубыми полосками. Полосок 3. Вот одна, вот другая, вот третья. Полотенце накрывает тесто сверху. Под полотенцем круглое тесто. Видишь форму? Вот купол. Тесто накрыто. Тесто отдыхает.
Полотенце белое и чистое. Стол деревянный, стена белая. Все спокойно. Тесто отдыхает 30 минут. Пока тесто отдыхает, делаем начинку. Начинка – это что внутри пельменя. Начинка из фарша и лука. Сначала лук. Вот лук. Он уже очищен. Лук белый и влажный. Снаружи лук был желтый, помнишь? А внутри белый. Лук лежит на доске. Доска деревянная, коричневая. Доска прямоугольная. Вот нож в моей правой руке. Нож серебристый и острый. Лезвие длинное и прямое. Смотри, я режу лук. Левая рука держит лук. Вот так, пальцы согнуты. Правая рука режет. Нож идет вниз. Лук режется на кусочки. Кусочки белые и маленькие. Я режу, режу, режу. Лук становится мелким. Мелкий лук – хорошо. Вот сколько кусочков на доске. Теперь смешиваем начинку. Вот белая миска. Маленькая белая миска на столе. Миска круглая и белая-белая. В миске фарш. Фарш розовый и мягкий. Фарш заполняет миску. Вот столько. А сверху лук. Видишь белые кусочки? Это наш мелко нарезанный лук. Лук белый и маленький. Он лежит прямо на розовом фарше. Вот ложка в моей правой руке. Ложка серебристая и большая. Она погружена в миску. Я мешаю фарш и лук. Мешаю, мешаю, мешаю. Ложка ходит по кругу. Фарш и лук смешиваются. Теперь они вместе. Розовый фарш и белый лук вместе. Левая рука держит миску. Вот так, крепко держит. Начинка почти готова. Тесто отдохнуло. Продолжаем. Смотри, снимаю полотенце. Вот тесто. Тесто отдохнуло и стало мягким. Теперь я раскатываю тесто. Раскатываю, значит делаю тонким и плоским. Вот скалка. Скалка деревянная. Скалка длинная и ровная. Она светло-коричневая. Тесто лежит на столе. Я кладу скалку на тесто вот так. Обе руки держат скалку. Правая рука справа, левая рука слева. Я давлю скалкой на тесто и качу вперед. Тесто расплющивается. Оно становится тонким. Качу скалку вперед и назад. Вперед, назад, вперед, назад. Смотри, тесто теперь большое и плоское, круглое и тонкое-тонкое, почти как блин. Вот какое красивое тонкое тесто. Тесто раскатано, отлично. Теперь делаем кружочки. Кружочки – маленькие круглые кусочки теста. Из них получатся пельмени. Вот стакан в моей правой руке. Стакан прозрачный. Помнишь его? Раньше в нем была вода. Теперь стакан – это инструмент. Я переворачиваю стакан вниз горлышком и давлю краем стакана на тесто. Вот так. Раз. Смотри сверху вниз. В тесте появляется дырочка, круглая. Это кружочек вырезан. Вот один кружочек лежит рядом. Он маленький и круглый. Он плоский и светлый. Еще один. Раз, кружочек. Еще. Раз, еще кружочек. Смотри, в тесте уже несколько дырок. Тут вырезан кружочек, тут еще, и тут тоже. И несколько кружочков лежат рядом. Кружочки одинаковые. Все круглые, все маленькие, все светлые. Буду вырезать еще много. Вот наши кружочки. Смотри, 4 кружочка на столе.
Они маленькие и круглые. Они плоские и светлые. Кружочки лежат рядом. Теперь кладем начинку. Помнишь начинку? Фарш и лук. Вот чайная ложка в моей правой руке. Ложка маленькая и серебристая. На ложке немного фарша. Фарш розовый. Я кладу фарш на кружочек. Прямо в центр кружочка. В самую середину. Смотри, вот первый кружочек. На нем уже фарш. В центре. Розовый фарш на светлом тесте. Вот второй кружочек. На нем тоже фарш. В центре. И третий тоже. Фарш в центре. А четвертый кружочек еще пустой. Я несу ложку к четвертому кружочку. На ложке розовый фарш. Сейчас положу. Немного фарша. Немного. Чуть-чуть. В центр каждого кружочка. А теперь лепим пельмени. Лепить значит делать форму руками. Вот кружочек с фаршем в центре. Теперь смотри внимательно. Я беру кружочек в обе руки. Левая рука держит снизу. Правая рука начинает складывать. Я складываю кружочек пополам. Пополам значит одна половина на другую. Вот, сложила. Теперь кружочек стал полукругом. Полукруг, как половина круга. Фарш теперь внутри, закрытый. Смотри на края. Края надо закрыть, слепить. Большой палец и указательный палец берут край. Щипаю край, вот так. Раз, маленькая складочка. Еще раз щипаю рядом. 2, еще складочка. Еще. 3. Смотри, красивый закрытый край. Розовый фарш виден сквозь тонкое тесто. Тесто тонкое и нежное. Пельмень почти готов. Еще несколько щипков и готово. Теперь варим пельмени. Варить значит готовить в кипящей воде. Вот кастрюля. Кастрюля большая и круглая. Цвет кастрюли светло-серый. У кастрюли 2 ручки. Вот слева, вот справа. Маленькие темные ручки. Кастрюля стоит на плите. Плита белая и плоская. Под кастрюлей горячая конфорка. В кастрюле вода. Много воды. Но смотри, вода кипит. Кипит значит очень горячая. 100 градусов – это кипение. Видишь пузырьки? Вот большой пузырек. Буль. Вот маленький. Буль-буль. Пузырьков много, вода кипит сильно. А над кастрюлей пар. Пар белый. Пар легкий и поднимается вверх. Вверх, вверх, вверх. Вода горячая, пар горячий. Осторожно, не трогай. Кастрюля готова. Закидываем пельмени. Опускаем пельмени в кипящую воду. Вот кастрюля с кипящей водой. Серая кастрюля на белой плите. Вода кипит, видишь пузырьки? И белый пар идет вверх. Вот моя правая рука. В ладони пельмени. Несколько пельменей лежат в руке. Они белые и маленькие. Они полукруглые. Помнишь? Я открываю ладонь и... Пельмени падают в воду. Смотри, вот пельмень летит вниз. Вот еще один летит. Падают прямо в кипящую воду. Плюх! Один пельмень упал в воду. И сразу маленький всплеск, капли. Смотри в кастрюлю. В воде уже плавают пельмени. 2, 3, 4 пельменя в воде. Они опускаются вниз. Потом поднимаются вверх. Всплывает. Всплыл, значит готов. Пельмени варятся. Ура! Пельмени готовы! Смотри, вот я. Я держу тарелку 2 руками. Обе руки держат большую белую тарелку. Тарелка белая,
круглая и глубокая. Красивая белая тарелка. В тарелке пельмени. Много вареных пельменей. Они горячие и мягкие. Они блестят. Видишь, как блестят? Цвет немного прозрачный, кремовый. Пельмени лежат в тарелке горкой. Горка значит один на другом. Красивая горка пельменей. А сверху сметана. Сметана белая и густая. Одна большая ложка сметаны. Она лежит прямо на пельменях. Сметана мягкая и холодная. Белая сметана на горячих пельменях вкусно. И еще укроп. Укроп зеленый и свежий. Веточки укропа зеленые. Они лежат рядом со сметаной. Зеленый цвет красиво. От тарелки идет пар. Пельмени горячие. Я улыбаюсь, потому что вкусно. Приятного аппетита!